Противостояние Асты и Юна Люциусу. Четвертый Загратис демонстрирует один из этапов своего финального плана. И выглядит все это просто невероятно эпично. Королевство Клевера начинает погружаться в хаос под предводительством силы того, кто сам себя провозгласил богом. Однако главный герой знал об этом заклинании противника, ведь сейчас не только Люциус может заглядывать в будущее. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, Манху-Маньхуа, вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 370 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность материально поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 370 главы. Повествование сразу же продолжается с того момента, на чем и закончилась предыдущая глава. Аста и Юна направлялись к 4 дубликатам антагониста, задавая вопрос, на чьей же теперь стороне находится преимущество. Ведь эти двое без труда могут уничтожать ангелов противника, окончательно дав понять, что никакой угрозы для ГГ и Гринбериала они совершенно не представляют. Да и к тому же Магнии Лаку удалось полностью уничтожить одного из его совершенных дублей. Так что в такой ситуации антагонисту действительно стоило бы задуматься над своим положением. Однако Люциус ответил ему лишь ухмылкой, в конечном итоге запустив в действие следующую часть своего плана. После чего по всему королевству прошел очень сильный гул землетрясения, содрогнув даже тронный зал Августа 13-го. Среди обычных жителей началась нехилая паника, люди кто куда пытались спастись от этого бедствия. Даже Юна совершенно не представлял, что сейчас намеревался сделать их противник. И затем почти все взгляды приковало одно возникшее явление. Над куполом Неверленда принца Гринбериала Люциус создал некое древо, которое внушительными темпами простирало свои корни вниз к столице королевства Клевер. Рил был просто потрясен, насколько же масштабным было это заклинание. И хоть он понимал, что все это было не к добру, но подобное зрелище его действительно завораживало. Ситуация же у Вильяма и Шарлотты была гораздо приземленная. Было видно, насколько им тяжело пришлось в этой битве. Однако, что бы ни задумал их противник, эти двое твердо решили, что ни за что не отступят и до конца будут стоять на защите своей страны и его жителей. В самой же главе пока не было ни слова сказано о том, что это за заклинание сотворил четвертый Загратис. Как минимум, это скорее всего не древо Клипот, ведь Люций и так беспрепятственно может проникать в преисподнюю. Да и дьяволов он вроде почти как всех поглотил, а значит ему это точно незачем. Одним из вариантов, что это может быть за заклинание, могу предположить, что антагонист сотворил либо же древо жизни, либо что-то связанное с душой. Ведь его главной целью является создание идеального человечества в бессмертных телах, так что, возможно, это древо позволит ему как-то коснуться от души сразу множества людей, что уже звучит очень похоже на правду. Вот только несмотря на всю эту внезапность хода антагониста, Астер уже знал, что нечто подобное могло случиться. И как ни удивительно, об этом ему рассказал Сёгун страны восходящего солнца, говоря, что для того, чтобы добиться выполнения выстроенного им плана, четвертый Загратис создаст в небе очень могущественное заклинание. И поэтому для того, чтобы предотвратить выполнение задуманного противником, протагонистам нужно будет как можно скорее добраться к основному телу Люциуса, находящегося на летающей платформе. Ибо хоть антагонист был действительно опасным противником, но у него были две очень большие слабости. Это Аста с его антимагией, который, будучи даже не на поле сражения, способен доставить огромное количество проблем, наделяя своих товарищей хоть и ограниченным бафом псевдоантимагии, но дающей невероятные преимущества против всего, что связано с магией. Второй же слабостью четвертого Загратиса был Юна, на которого благодаря его духовной экипировке плохо действовала магия души, потому что он ее блокировал. Так и еще зона Неверленда полностью лишала противника возможности использовать магию времени. И вишенкой на торте является то, что у наследника Гринбериала в принципе есть возможности убить Люциуса. Так что единственным сейчас вариантом для протагонистов было направиться к основному телу Люциуса и уже там на платформе предотвратить дальнейшие манипуляции с душами жителями королевства Клевер. Хотя интересно,
Раз это древо являлось заклинанием, сможет ли Аста уничтожить его своей антимагией? Однако, как только протагонисты решили выдвинуться на платформу к основному телу Люциуса, к ним в сию же секунду явились его дубликаты, заявив, что дальше они не смогут пройти. Вот только и на этот случай у Асты было свое решение, ибо на помощь главным героям из портала Финрала прибыли и другие черные быки с бафом антимагии, которые, разбившись на группы, встали против дубликатов антагониста. Гошу почему-то взял с собой сестру. Неужели он собирается использовать ее магию, как это было продемонстрировано в эльфийской арке? Или же он просто решил, что с ним ей будет безопаснее? Генри, вооружившись поистине черным быком, вообще, видимо, пошел 1 на 1 против одного из дублей Люциуса. Гордон своим ядом как-то бафнул Вильяма и Шарлу, от которых начала исходить ранее незамеченная темноватая аура маны. На заднем же фоне группы Ванессы и Грей было видно битву Асии и Ноэль. В стороне раненого Ями его сестра Ичика выдвинулась против Люциуса, а Нахт пошел сражаться со своим воскресшим братом Морганом. Не знаю как вы, но я очень хочу посмотреть на битву Фаустов. Думаю, там мы сможем увидеть много чего интересного. А возможно даже тайны прошлого Ями Сукихира со стороны восходящего солнца. Но и во всем этом замесе появления черных быков и разделения дубля антагониста между собой для дальнейшего уничтожения, Финрал незаметно, используя заклинание падшего ангела, телепортировал Асту Юна ближе к верхней части границы Неверленда, тем самым открыв путь к основному телу Люциуса. Теперь реакцию которого действительно хотелось заценить, ибо его дубликат был, мягко говоря, удивлен, что его так легко обвели вокруг пальца. На этом 370 глава заканчивается, но не забываем, что в этом весеннем выпуске Jump Giga у нас 2 главы черного клевера. И видос по 371 главе я выпущу уже очень скоро, а она получилась даже намного круче, чем это. Сама же 370 глава черного клевера мне действительно понравилась, но я заметил от некоторых ребят приличное такое недовольство, будто глава лишь нагнала немного эпика и быстро закончилась. Но как по мне, глава, которая имеет название «Погружение в хаос», отлично справилась со своей задачей, заанонсировав нам то, вокруг чего и с кем будет происходить сражение. К тому же даже в такой, по словам некоторых, проходной главе Табата нехило так сдобрил нас мелкими деталями. Во-первых, после тренировок в стране восходящего солнца Аста не просто открыл новые пути применения антимагии, он также получил некую информацию от Рю о будущем, и видя его довольное выражение лица, все пока идет как ему и рассказывал Сёгун. Интересно, что он еще знает наперед. Также нам сделали намек на применение магии Мари, битва Ноэль со своей матерью, Нахт против Моргана, а также предстоящее раскрытие возможностей с псевдоантимагией других черных быков. Так что в этой главе действительно много чего заанонсировали. Ну и что больше всего меня заинтересовало, так это пока не названное заклинание Древа Люциуса, снизошедшее с его платформы и которое играет немаловажную роль в исполнении его плана. Что ж, 371 глава черного клевера выйдет уже завтра, так что до скорой встречи. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.